Раньше, думая о Ferrari, вы могли представлять разные модели, но теперь в голове будет появляться только это. Ferrari представила новый передний моторный Gran Turismo в версии купе и Spider, названный в честь своего атмосферного двигателя V12. Модель, получившая название 12 цилиндров, заменит в модельном ряду бренда 812 Superfast. Это, вероятно, самый итальянский автомобиль из всех итальянских автомобилей в 21 веке. Он просто сияет роскошью, стилем и мощью. Этот впечатляющий двухместный автомобиль был разработан собственными силами маэстро Флавио Манцони и его команды. Как можно понять из названия 12 цилиндров, главный акцент в этой машине сделан на двигателе. Вероятно, последний в своем роде, модифицированный 6,5-литровый атмосферный двигатель V12 является эволюцией выдающегося агрегата F140, который впервые использовался в НЦ 2 десятилетия назад. 6,5-литровый агрегат с углом развала 65 градусов развивает 820 лошадиных сил. При 9250 оборотов в минуту и 678 ньютон-метра крутящего момента при 7250 оборотов. А красная линия установлена на тахометре 9500 оборотов. Также нет гибридной помощи. Ferrari удалось выполнить все соответствующие стандарты выбросов, не полагаясь на электрификацию. Двигатель был настроен еще на более быструю реакцию и улучшенную управляемость. Среди особенностей – хитрые впускные каналы с переменной геометрией, клапанный механизм с пониженным трением и вращающиеся узлы, а также новая софтверная фишка под названием формирование крутящего момента, которая использует электронику для изменения кривой крутящего момента на третьей и четвертой передачах, предоставляющая доступ к 80% максимальной мощности со скромными 2500 оборотов в минуту. В паре с двигателем работает восьмиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением, установленная сзади, которая обещает на 30% быстрее переключение передач, чем трансмиссия 812 Competizione. Учитывая, что 812 был одним из самых быстрых автомобилей на дороге, мы можем только представить, что новый будет значительно быстрее. Ferrari утверждает, что 12 цилиндров купе разгоняется до 100 км в час за 2,9 секунды, до 200 км в час за 7,9 секунды и достигает максимальной скорости 340 км в час. Spider немного медленнее. Ему требуется 2,95 секунды для разгона до 100 км в час и 8,2 секунды для достижения 200 км на спидометре. Купе весит 1560 килограммов в снаряженном состоянии, а Spider – 1620 килограммов. Ferrari будет продавать новый автомобиль с шинами Michelin Pilot Sport S5 или Goodyear Eagle F1 Super Sport, которые были разработаны специально для него. Они эффективно сокращают передаточное число на 5%, способствуя лучшему ускорению, имея размерность 275 на 35 Z R21 спереди и 315 на 35 Z R21 сзади. Чтобы еще больше улучшить управляемость, отдел исследований и разработок сократил колесную базу на 0,8 дюйма по сравнению с 812 Superfast. Жесткость на скручивание выросла на 15%, а стандартное рулевое управление задними колесами улучшает как маневренность, так и стабильность. Почти единственные аналоговые детали, оставшиеся в полностью обновленном высокотехнологичном салоне с несколькими экранами, это селектор режимов вождения Manettino, прикрепленный к рулю, и селектор коробки передач с H-образным рисунком, позаимствованный у SF-90. Даже кнопка «Старт-стоп» теперь цифровая. Внутри салона находится характерное для Ferrari рулевое колесо с элементами управления. В центре передней панели находится 10,25-дюймовый информационно-развлекательный дисплей, а за рулевым колесом массивный 15,6-дюймовый дисплей для водителя. Наконец, пассажир всегда полностью вовлечен в процесс вождения благодаря 8,8-дюймовому дисплею, который позволяет ему чувствовать себя настоящим штурманом.
В салоне широко используются экологически чистые материалы, такие как алькантара, содержащая 65% переработанного полиэстера. Также особое внимание стоит уделить аудиосистеме. В качестве опции для Ferrari доступна высококачественная аудиосистема, разработанная в сотрудничестве с Burmester, состоящая из 15 динамиков мощностью 1600 Вт, обеспечивающая поистине беспрецедентные ощущения в автомобиле на любой громкости и любой скорости. Высокие частоты кристально чистые и сверкающие благодаря технологии Ring-Twita, которая минимизирует искажения. Мощный сабвуфер с двойной катушкой гарантирует удивительно полный и насыщенный звук, который, благодаря ультраплоским хедлайнерам, становится частью ощущения от прослушивания на 360 градусов. Как и ожидалось, 12 цилиндров получил все новейшие сверхсовершенные системы контроля шасси Ferrari, включая Side Sleep Control 8, которая предназначена для более быстрой оценки уровня сцепления шин. Существует также разумная независимая система управления 4 колесами, которая может управлять задними шинами в противоположных направлениях друг от друга. Не обошлось и без аэродинамических ухищрений. Например, в задней части установлены активные аэродинамические элементы, которые работают в диапазоне от 60 до 300 км в час для увеличения прижимной силы. Цены на Ferrari 12 цилиндров начинаются от $423 тысяч за купе и $466 тысяч за Spider. Ожидается, что спрос на эту модель будет высоким, учитывая ее уникальные характеристики и ограниченное производство, а также, возможно, последний V12 от Ferrari. Ferrari 12 цилиндров предназначен как для ценителей марки с четким представлением о том, что Ferrari представляет собой в автомобильном мире с 1947 года, так и для новичков Ferrari, которые мечтают об автомобиле, который позволит им сочетать непревзойденные ощущения от вождения с комфортом и итальянским дизайном. Это действительно машина для избранных. Спасибо за просмотр. Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале.